Здравствуйте, дорогие! Сегодня я хочу вам озвучить реакцию Евгении Барсегян, представительницы украинских дирс, на песню «Hello». «Самые прекрасные мысли тускнеют, пройдя через человеческие уста», — говорил Абай Кунанбаев. Боюсь, что именно это можно будет сказать и о моем длинном тексте, новой попытке выразить то прекрасное, что рождается в душе под впечатлением исполнения Димаша. Правда, тут же могу и слова Тараса Шевченко привести. Что-то сегодня потянуло на цитаты великих. Ну что, казалось бы, слова и голос, больше ничего. А сердце внемлет, трепеща, лишь их услышит, знать от Бога. И голос тот, и те слова. Ну, голос точно, а вот про мои слова, от меня они от души. Но я попробую. Пишу я обычно об эмоциях и чувствах, которые вызывают у меня исполнение Димаша. Снова приведу цитату знаменитой поэтессы современной Украины Лины Костенко, которая сказала без выкрутасов просто и истину. Музыка – это язык чувств. Об этом и пишу. Заметила, что сейчас у меня какой-то другой этап в отношении песен и исполнения Димаша. На смену бурным эмоциям, узнавания и восхищения, когда хотелось на каждом шагу кричать о нем, междометиями и возгласами, пришло более бережное отношение, пестование того, что я обрела. А приобрела я огромное богатство, эдакую шкатулку с драгоценными камнями. И вот стоит у меня эта шкатулка на почетном месте. И каждый день я открываю ее, глаза мои зажмуриваются от света, который вспыхивает сразу на всех гранях этих самых разных сверкающих камней, чистых, прозрачных, но переливающихся всеми цветами радуги. А я бережно по одному выбираю на сегодня самый желанный, подставляя его под луч солнца и жмурюсь еще сильнее от света и радости. Кажется, куда уж красивее могут быть эти переливы и вспышки света, но каждый день при разном освещении мои бриллианты играют по-разному. И все они меньше ли, крупнее ли, чисты, как слеза. Как говорят ювелиры, чистой воды. И все эти сокровища – песни Димаша. Я не знаю, какая из них какой день меня удивит, потому что бывает, это случается неожиданно. Вот сколько раз прослушивала, были одни эмоции, а тут вдруг, будто глаза по-новому взглянули, совсем по-другому воспринимаю, и начинается процесс наслаждения и насыщения. Нужно так наслушаться, чтобы аж до невозможности. Но есть такие в этой шкатулке, которые сразу обращают на себя внимание, крупные, многокаратные, с бриллиантовой, самой красивой огранкой. И почему-то я к ним прикасаюсь нечасто, по праздникам. Я уже говорила как-то, что иные песни лежат у меня на алтаре. Это те, что почти священны, и о них я писала. Это как древние манускрипты, как духовные книги, артефакты. Те, исполнением которых Димаш переворачивает мне душу, касается сердца. А другая категория, вот, в шкатулке, не менее ценная, но другая. Красота песен в ней достойна сравнения с самыми красивыми драгоценными камнями. И нельзя сказать, что красота эта холодная, как камень, потому что у настоящего камня есть внутренний свет, и он греет душу. Hello – это как раз из шкатулки. Я сейчас уже не могу точно вспомнить, какой по счету я ее услышала тогда, когда ринулась лихорадочно искать. Кого это я услышала и что это был за гром среди ясного неба? Первое знакомство с Димашем. Но точно знаю, что именно в Hello я впервые услышала это фантастическое волшебство. Понимаю, что пишу, масло масляное, но что поделать, если эпитетов не хватает? Вокалис. Мне стыдно, но песню Лайонела Ричи на тот момент я как-то и не помнила, в уголках памяти что-то теплилось, и все, не буду из себя меломана строить. Действительно, не помнила. Поэтому мне, наверное, легче было. Не сравнивала я ни секунды ни с кем исполнение Димаша. Сердечный стук Сингера на тот момент я уже знала. Отличный ход кто-то придумал, нужно сказать, настраивает на переживания мгновенно. На тот момент и оперу 2, и СОС я уже слышала именно на Сингере. Поэтому затаила дыхание вместе со всеми. А потом я уже гораздо позже узнала, что у Димаша есть такой вот Ерлан Бикчурин, гениальный аранжировщик. Много раз ему кланяюсь. Такие композиции создавать
может только очень талантливый музыкант. Все его придумки, я не знаю, конечно, процесс изнутри, ясное дело, что там творят совместно. Это невероятно красиво. Я просто, простите мне этот сленг, балдею от разных неожиданностей, которыми могут украшать песню. Когда миксуют, на первый взгляд, слух несовместимое. Но если оно гармонично вписывается, почему нет? Это фишечки. Когда на сцене в современной песне вместо саксофона вдруг заплачет дудук, моя душа плачет с ним моментально. Или флейта, сопилка вклинивается в рисунок музыки, соседствующие инструменты, в которые далеки от этих духовых. Вот и здесь. С первых звуков сражена. Да, потом я узнала, что это народный казахский инструмент, встречается у нескольких тюркских народов. Сыбызгы. Субтоновое, простите меня, профессионалы, за вольное употребление терминов звучание сыбызгы сразу просто заворожило. Это такая арт-подготовка. Понимаете, да? Вот я ж и говорю, талантливый аранжировщик, это ж надо так заранее все услышать и продумать. Понимает, как лучше, на каком серебряном блюде подавать красивый голос. И этот голос выносится на этом блюде. Димаш гармонично вступает вслед за чарующими звуками флейты, своим мягким и красивым низким тембром. Вот все здесь с первых звуков обволакивает и завораживает. Вас просто укутывают волшебными звуками в приятный кокон. И вы не в силах пошевелиться, вы замерли, вы ждете. Ведь вы уже знаете, что дальше-то будет еще интереснее. Тут, кстати, еще отвлекусь. Мне повезло еще раз. Первый раз то, что я помнила песню в другом исполнении. Второй, я не знаю английского языка. Но так случилось, что я учила и в школе, и в вузе французский. Поэтому Димаш для меня пел на самом красивом, чистейшем английском и с шикарным произношением. Показано всем критиканам язык. И меня это произношение, акцент или что-то там еще, кто находит, абсолютно не могло смутить. Говорю же, повезло сказочно. Я не знаю, как кто, но я настолько растворяюсь сразу же в этой песне, что, наверное, если снять мою реакцию из-под тишка, можно насмеяться вдоволь. Слова песни, да, снова о том же вечном, земном и небесном, о любви. Лицо Димаша крупно, красивое, одухотворенное, понимающее, о чем рассказывает. Ведь он рассказывает. Вот стоит он и поет, рассказывает. Тихо, красиво, приятно. Димаш артист. С большой буквы пишу, потому что в нем так гармонично уживается талант, искренность и артистизм, что этому не перестаешь поражаться. Ты не видишь ни одного фальшивого жеста. Я уж не говорю о том, что ни одного фальшивого звука наше ухо не ловило и не поймет, и ни одного фальшивого чувства на красивом лице. Ребята, я повторяю словосочетание «красивое лицо» неоднократно. Да, я эстет, но тут я имею в виду и другую красоту. Она изнутри проступает на благодатную, подготовленную самой природой почву, красивые, восточные черты. И эта гармония не может остаться незамеченной. Вот и замечаю. Димаш касается низких нот, произнося слова любви, и начинается моя восточная сказка «1001 ночь». Эти распевы в первый раз просто повергли меня в потрясенное удивление в этой фактически западной песне. И вдруг такие восточные мотивы, а ухо еще и вылавливает легкие клавиши, которые перекрываются вскриками, всплесками сыбызгы. И ты отмечаешь всю необычность композиции. Еще один поклон Ерлану. Помните, я уже как-то писала, что любую из исполненных Димашем песен не назовешь таким-то простым словом, как песня. Ну какая же она песня, если тут столько гениальных идей, рисунков, красок, а мы тем временем оказались уже в другой октаве. Звук голоса нарастает, основной тембр Димаша звучит все сочнее, громче. Чувственность, страсть, вот это проявляется в голосе все очевиднее. Но все повествование идет не на разрыв, не на взрыв. Это от большой любви, поэтому нет срывов, почти на грани. Но Димаш бережно останавливает страсти. Тут у нас в группе писали на днях о мурашках. Я готова написать еще об одном проявлении реакции на исполнение Димаша. Слезы. Нет, мороз по коже тогда бегает. Причем резво так бегает.
мурашками или еще каким зверьем. Не могу знать. Но моя более частая реакция – слезы. Нет, это не слезы какой-то там печали, связанные со словами песни или содержанием, или еще чем. Это именно реакция на талант. Так она у меня проявляется по жизни. Но вместе с мурашками теми бывает. Чаще такая реакция проявляется на выступления тех, кто чище и светлее, на талантливых детей. Теперь вот я умываюсь слезами частенько, когда слушаю Димаша. Этот процесс непроизвольный, от меня не зависящий. Он полностью зависит от Димаша. Это он творит такое, его вина. Вот и здесь. Спел он на китайском, заканчивая куплет. Слегка улыбнулся, и слезы подкатили. Радости? Я не знаю, как окрестить эту эмоцию, но очень светлые такие слезы, с улыбкой. Проигрыш. Все та же СБСГ. Что будет дальше? И опять талант аранжировщика приготовил интригу. Я это чувствую по всему. Меня к чему-то подводит. Еле ощутимая пауза в музыке. И оно, это что-то приходит. И переворачивает сознание. Помните, да? Я говорила, что в Hello я впервые это услышала. На изящном крещендо на меня движется невероятное звучание из прошлого, древнего. И это я тоже писала неоднократно. Димаш очень часто своим голосом поднимает внутри меня, в душе, в памяти какие-то пласты древности, чувство дежавю. Когда-то это я знала, слышала. И вот это ощущение вместе с тем, что слышит мое ухо, переворачивает все внутри. Это уже не стадо мурашек, это даже не слезы, это взрыв таких эмоций. А голос начинает так гибко и красиво извиваться на высоте под куполом, да пока еще не в небесах, что ты сам себе не веришь. Неужели это я слышу? И это невероятно красиво, чувственно, великолепно, уникально, фантастически. Да еще и фоном звучат низкие длинные протяжные звуки мужского голоса. Тоже красочка. Да все вместе птички, флейты, ударные. Все в этой композиции гениально. Но голос доказывает все же, что бриллиант здесь он. Легко и красиво взвиваясь на недосягаемую высоту, он не оставляет нам шансов не быть потрясенными. Все небеса. Нет. Еще контрольный. Длина последней ноты вокализа, до изгиба фигуры, до последнего воздуха. Но и это еще не все. Нас потрясает еще и чистейшей кристальной сопрановой кодой. Тут Димашу точно нет равных. А затем все. Вот этим белтингом Димаш посылает во Вселенную всю страсть, которую сдерживал, всю силу чувств, все, что не договорил за время своего повествования. А теперь скажите, у кого снова не подкатили слезы и не захлестнуло горло при финальном коленопреклонении и нежном признании в любви на последних секундах? И кто не понял, что любит-то он нас, всех нас, кому поет? Мои слезы не заставили себя ждать. Они появились с улыбкой, с ощущением перенесенной бури чувств внутри тебя, твоей души, твоего сознания. Снова он, катарсис. Снова очистилась душа. Вот за этим мы приходим к Димашу. Вот это нам не дает успокоиться и забыть. Мы ищем его новые или старые песни. Мы ждем от него еще и еще. Мы нуждаемся в нем, потому что он рожден для этого. Доставлять радость и любовь к сердцам, чистить души и возвращать их к жизни. Пусть Господь, Аллах, Всевышний бережет это чудо. Пусть охраняет и защищает его от всякой беды, потому что первые чувства после восхищения и удивления, которые приходят к тебе после знакомства с этим чудом, это счастье обретения и страх потерять эту драгоценность. Сил, вдохновения и небесной защиты ему. А любовь — огромный океан человеческой любви у него есть. Как есть и огромная поддержка важных в его жизни людей, друзей и семьи. Начала словами Абая. Завершу тоже, чтобы быть последовательной. Димаш еще и не на то может сподвигнуть. Слава — высокая скала. Змея добирается до нее ползком, но сокол достигает ее единым взмахом крыла. Димаш, конечно же, сокол. И даже дополнительное крыло у него есть. И всемирная слава не за горами.
Шалаян, шарлаян, аваза козмаян, айтуға келгенде қалқама сөз аян. Айтуға келгенде қалқама сөз аян. Вы услышали реакцию на песню «Hello» от Евгении Барсегян. А теперь нам бы хотелось предоставить вашему вниманию комментарий Дир из Донбасса Миланы. Привет всем, Дерс! Я хотела бы сегодня немного сказать о Димаше и его песне «Hello». Когда я слушаю любимого Димашика, да, именно любимого, а скажите, кто его любит? Вот и я о том же. Я не просто слушаю, я слушаю в наушниках. Я должна видеть его, видеть жесты, видеть лицо, видеть, как он движется, а еще знать текст. Это все неотъемлемо действует на мои ощущения. Это более остро касается моих чувств. Песня «Hello» – одна из многих песен, которая действует не только на мозг, душу и сердце. Для меня это что-то непонятное для меня чувство. Эта песня, это исполнение, эти слова любви к девушке просто кипятком проникают по всем моим сосудам вперемешку с моей кровью. Это заполняет не только все мои жилки, это обжигает до сладостной боли и заставляет слезам сбегать по моим щекам. Крик любви, крик горячего желания видеть любимую девушку передается всецело до последней капельки. И так донести песню до меня может только Димаш. А все потому, что сам живет в этой песне. Потому что он ее чувствует настолько, что его чувства передаются мне. Димаш дал ей не только новую жизнь, но и крылья. Крылья любви, которые несут ее в сердца всех Дирс.